Сегодня готовим сочный и очень вкусный домашний пирог. В миску разбиваем 3 яйца среднего размера. Лучше использовать яйца комнатной температуры. Добавляем 180 граммов обычного сахара, 15 граммов ванильного и 1/4 чайной ложки соли. Берем миксер и взбиваем 2-3 минуты. Масса должна быть светлой и воздушной. Если нет миксера, берите венчик и интенсивно взбивайте, просто чуть дольше. Теперь вливаем 150 мл растительного масла без запаха, 150 мл молока, лучше комнатной температуры, чтобы все хорошо соединилось. И перемешаем. Уже не взбиваем, просто доводим до однородной консистенции. Теперь мука. Понадобится примерно 250 граммов. Это 8-10 столовых ложек с горкой. Добавляем 1 столовую ложку разрыхлителя. Муку лучше просеять. Это дополнительно насыщает ее воздухом, и тесто будет еще нежнее. Перемешиваем аккуратно ручным венчиком или силиконовой лопаткой. Старайтесь мешать круговыми движениями снизу вверх, мягко. Добавляем муку в 2 захода, чтобы тесто легче перемешивалось и не было комков. Посмотрите на консистенцию, она как густая сметана. Так, теперь время ягод. У меня сегодня черника, но здесь можно дать волю фантазии. Подойдут малина, клубника, смородина, даже вишня без косточек. Фрукты тоже отличная идея. Нарежьте их мелко, чтобы кусочки равномерно распределились в тесте и не утяжеляли его. Берем форму 26 сантиметров, застилаем дно пергаментом, мажем маслом, чтобы пирог легко вышел. Выливаем тесто. Разравниваем поверхность. Мне захотелось добавить еще больше ягод. Кто не хочет дальше заморачиваться, пирог можно уже ставить в духовку и выпекать. Ну а мы пойдем дальше. Отставим тесто ненадолго в сторону и займемся творожной начинкой. Для нее берем 250 граммов творога или рикотты. Творог лучше брать средней жирности, подойдет классический зернистый. Итак, к творогу добавим 1 яйцо, 1 пакетик или 10 граммов ванильного сахара, 2-3 столовые ложки сахарной пудры, 1 столовую ложку кукурузного крахмала и 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта. Если творог влажный, сметану можно не добавлять. Перемешиваем все до однородности. Нам нужна гладкая кремовая масса без крупинок. Поэтому зернистый творог лучше пробить блендером или тщательно размять вилкой. Консистенция должна быть мягкой, но не жидкой, чтобы легко выдавливалась. Перекладываем массу в кондитерский мешок или в плотный пакет с обрезанным уголком. Украшаем. Можно нарисовать сеточку, спираль, полоски, все, что вам нравится. Это не только красиво, но и добавляет вкуса. Вообще творожную начинку я рекомендую готовить заранее. Сначала приготовьте творожную часть,
закончите, отставьте ее в сторону и займитесь тестом. Ну или не затягивайте, делайте все быстро. Сверху можно выложить еще немного ягод. Ставим пирог в предварительно разогретую духовку на 170 градусов. Выпекаем примерно 40-50 минут. Учитывайте, что влажное тесто с ягодами пропекается дольше. После 40 минут начинайте проверять шпажкой. Если она выходит сухой, пирог готов. Если верх подрумянился, а шпажка еще с тестом, накройте фольгой и допекайте до готовности. Готовя пирог, не достаем сразу. Оставьте его в выключенной духовке на 10-15 минут. Это поможет тесту дойти. Пирог подостыл. Аккуратно переворачиваем его на решетку или тарелку. Он легко выходит из формы. Снимаем бумагу. Если подаете теплым, можно с шариком мороженого или ложкой йогурта. Просто идеально. Пирог очень нежный, сочный, не приторный. Такой пирог долго остается мягким и не черствеет. Это отличный десерт как на каждый день, так и для гостей. Также его можно нарезать кусочками и заморозить. Это очень удобно. Когда пирог полностью остынет, посыпаем его сахарной пудрой. Она добавляет нежности и делает внешний вид особенно уютным. Посмотрите, какой он в разрезе. Нежное влажное тесто, сочные ягоды, мягкая творожная прослойка. Аромат просто волшебный. Если остался на следующий день, храните в холодильнике в контейнере. Но перед подачей на стол дайте постоять 10-15 минут при комнатной температуре или буквально 10 секунд в микроволновке. Он снова будет как будто только что из духовки. Очень советую попробовать. Он очень нежный и сочный, буквально тает во рту. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии и заглядывайте на канал за новыми рецептами. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю. Всем пока.